Кем была на самом деле Таис Афинская? Муза или манипулятор? 330 год до нашей эры. Персеполь, столица Великой Персидской империи. Во дворце идет роскошный пир. Вино льется рекой, а гости уже почти не контролируют себя. В самый разгар веселья поднимается молодая женщина. В ее руке горит факел. Все взгляды обращаются к ней. Она смотрит прямо на Александра. Затем произносит всего несколько слов. «Ты станешь по-настоящему великим только тогда, когда сожжешь этот дворец». В зале наступает тишина. Александр соглашается. Через несколько минут вспыхивает пожар. Один из величайших дворцов древнего мира начинает исчезать в огне. Женщину звали Таис Афинская. Но кем она была на самом деле? Влюбленной музой великого полководца? Или человеком, который искусно управлял его решениями? Историки спорят об этом до сих пор. И чем глубже изучаешь ее жизнь, тем загадочнее она кажется. В массовой культуре Таис часто понимают неправильно. Многие считают, что гетеры были обычными содержанками, но это совсем не так. Таис сильно отличалась от большинства женщин своего времени. Она родилась в семье афинского гражданина, и путь гетеры выбрала совершенно сознательно. Для нее это был путь к свободе и к независимости, о которой другие женщины могли только мечтать. В Древней Греции положение женщин было очень ограниченным. Они редко получали образование и почти не участвовали в общественной жизни. У гетер все было иначе. Они могли учиться у лучших философов своего времени. Они посещали научные и политические беседы. Они свободно распоряжались собственными деньгами. Таис использовала эти возможности в полной мере. Она была не только красивой, но и необычайно умной женщиной. Таис прекрасно владела искусством риторики. Она умела убеждать даже самых опытных собеседников. По словам древних авторов, спорить с ней было непросто даже генералам Александра. Неудивительно, что Александр ценил в Таис не только красоту, но и выдающийся ум. Вернемся в ту роковую ночь в Персеполе. Именно здесь история делает неожиданный поворот. Историки спорят об этом событии уже больше 2000 лет. Было ли сожжение дворца обычным пьяным безумием? Или все произошло по заранее продуманному плану? Ответа на этот вопрос до сих пор нет. Но одна деталь заставляет задуматься. Таис была уроженкой Афин. Она прекрасно знала историю своего народа. За 1,5 века до этих событий персидский царь Ксеркс сжег Афины. Тогда были разрушены дома и осквернены древние храмы. Для греков это стало незаживающей исторической раной. Возможно, Таис помнила об этом всю свою жизнь, и в тот вечер она увидела идеальный момент для мести. Она обратилась прямо к Александру, но говорила не о войне и не о политике. Она обратилась к его самолюбию. Таис сказала, что настоящий победитель должен завершить дело своих предков. И лучшей местью за Афины станет огонь, который уничтожит дворец Ксеркса. Эти слова могли изменить ход истории. Александр внимательно выслушал Таис, а затем принял решение. Во дворце вспыхнул первый огонь. Очень скоро пламя охватило роскошные залы Персеполя. Один из величайших дворцов древнего мира начал превращаться в руины. Но кто первым бросил факел?
Здесь мнения историков снова расходятся. Древнегреческий историк Клитарх оставил любопытное свидетельство. По его словам, первый факел бросила именно Таис. Если это правда, то вся история выглядит совсем иначе. Перед нами уже не просто спутница великого полководца. Перед нами женщина, сумевшая повлиять на решение самого Александра Македонского. Причем в один из самых важных моментов его жизни. Случайностью это назвать уже трудно. Возможно, Таис прекрасно понимала, что делает. Она говорила именно те слова, которые Александр хотел услышать. И добилась своей цели. Поэтому многие современные историки видят в ней не музу, а блестящего стратега и тонкого психолога, женщину, сумевшую изменить историю всего несколькими фразами. Но история Таис на этом не закончилась. После похода на Персию Александр двинулся дальше на восток. Таис не последовала за ним. Ее судьба неожиданно изменилась. Рядом с ней оказался Птолемей, один из самых близких друзей Александра и один из его самых талантливых полководцев. Именно ему предстояло стать правителем Египта. Для Таис начиналась совершенно новая жизнь. Произошло то, что казалось почти невозможным. Бывшая Гетера стала законной женой Птолемея. Для женщины ее происхождения это был невероятный успех. В высшем обществе подобное случалось крайне редко. Но Таис сумела преодолеть все условности своего времени. Вместе с Птолемеем она поднялась на вершину власти. Таис стала царицей Египта. Ее дети получили царские титулы, а дочь впоследствии стала женой царя Кипра. Путь, который начинался в Афинах, привел Таис к египетскому трону. И этот финал оказался не менее удивительным, чем вся ее жизнь. Так кем же была Таис Афинская? Ответить на этот вопрос не так просто. Женщиной, которая вдохновляла великого завоевателя. Другие видят совсем другую картину. Они считают Таис выдающимся стратегом, женщиной, которая прекрасно понимала человеческую природу и умела влиять на самых могущественных людей своего времени. Возможно, именно благодаря ей был уничтожен Персеполь. Возможно, именно она завершила месть за разрушенные Афины. А затем сумела построить собственную судьбу. Судьбу, о которой большинство женщин той эпохи не могло даже мечтать. Она вошла в историю не только как спутница Александра. Она стала царицей Египта. Ее имя пережило века. Но ее главная тайна так и осталась неразгаданной. Что двигало Таис на самом деле? Любовь или холодный расчет? А как думаете вы?